Прорыв ВСУ в Белгородскую область. Бои идут в 150 километрах от границы. Внезапное заявление главнокомандующего. Тайная операция Украины. Путин опроверг Путина. Двойники не смогли договориться, в каком вопросе мнение резко изменилось. Зеленые человечки в странах НАТО. Россияне готовы к эскалации. Глава разведки раскрывает новые планы Кремля. Большая потеря для Украины. Один из ключевых офицеров найден мертвым. Что произошло? Пекин больше не доверяет Москве. Миллионы долларов вложены в проект в обход России. Дружба закончилась? Об этих и других событиях к вечеру понедельника, 29 июня. Вечер понедельника с новостями Нехта – это правильный способ подвести итоги первого дня рабочей недели. В студии Олесь Корниенко. Мы начинаем. Надули. Просто нагло обманули. Пропагандисты снова подставили Владимира Путина. И кто это сделал? Наиболее близкий к телу диктатора, любимый член кремлевского пула. Павел Зарубин пустил вот это в эфир. На левом берегу реки Старый Оскол нами практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек. Вроде бы вот эта тирада должна убедить электорат в глубине замысла кремлевского стратега и детальном знании предмета. Но это если не смотреть на карту. А если смотреть, то, во-первых, выясняется, что Старый Оскол – это не река, а город. А во-вторых, получается, что путинские вояки окружают украинцев как минимум в 100 километрах в глубине самой России. Выходит, Сырский с Зеленским скрывали ото всех этот мощный прорыв ВСУ. Украинские защитники из объединенной группировки с издевкой ответили организатору движухи. Мы убеждены, что главе РФ боеспособности его войск известна лучше, чем нам, поэтому предлагаем рассматривать бои за Старый Оскол как анонс с его стороны. Кроме того, обратите внимание, когда бункерный генералиссимус жонглирует всеми этими названиями и номерами воинских частей, он смотрит не в глаза Зарубину, а почему-то на зрителей. И как человек, почти 20 лет проработавший в теленовостях, открою вам военную тайну. Путин смотрел на телесуфлер, то есть запомнить такой текст бравый чекист, окончивший разведшколу КГБ, но не служивший в армии, уже не способен. Ну и тут в принципе два варианта. Либо Зарубин и Песков тоже настолько непрофессиональны, что написали этот текст, не проверив информацию, или же они сознательно выставили своего шефа дураком. Причем не в первый раз. Да, вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что перешел, да? Вам какой вариант кажется более реальным? Пишите в комментариях. Пока Путин окружал мифическую группировку ВСУ в Белгородской области, реальные украинские дроноводы продолжили утюжить оккупированные территории. После серии взрывов в Донецке произошло масштабное отключение электричества. В Мелитополе вспыхнул пожар. Местные жители сообщали, что огонь продолжал гореть и спустя несколько часов после ударов. Просто, я не знаю. По данным канала «Крымский ветер», серия мощных взрывов прогремела и в Керчи. Об ударах беспилотников также сообщали жители Феодосии и Севастополя. После одного из взрывов под Бахчисараем, по предварительной информации, была повреждена электроподстанция возле села Некрасовка. В этом районе пропало электричество. Большая потеря в рядах украинских защитников. Мертвым нашли командира 154-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Канонникова. О гибели офицера сообщило объединенное командование «Юг». Позже полиция Запорожской области уточнила, что тело командира обнаружили с огнестрельным ранением. Уголовное производство возбуждено по статье «Умышленное убийство», а правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Полковник Владимир Канонников был преданным Украине и военному делу офицером, ответственным командиром, который заботился о личном составе и нуждах своего военного коллектива. Командование и личный состав оперативного командования «Юг» выражают искреннее соболезнования родным, близким и сослуживцам Владимира Александровича. Светлая память воину-защитнику.
На российских ресурсах подчеркивают, что именно 154-я бригада под руководством Канонникова в 2024 году ворвалась в Курскую область и долгое время удерживала занятый плацдарм, а та операция была болезненной пощечиной агресорам и Путину лично. І зараз ми знаходимося в суді саме в той історичний момент, коли... Героям слава! Накануне прокремлевские СМИ сообщили об убийстве в Украине полковника ГУРа Рустема Фахриева. По утверждениям источников в российских спецслужбах, это покушение было организовано еще в середине мая. Я бы не сказал, что он как-то повлиял. Я не почувствовал. Ну, люди немножко напряжены, но в целом все хорошо, ситуация стабильная. Пока некоторые жители оккупированного Крыма все еще выкладывают в соцсети бодрые ролики, других массово начинает охватывать отчаяние. Топливный кризис в Крыму добрался до рынка труда. Жители полуострова все чаще жалуются на увольнение, задержки зарплат и вынужденные отпуска без содержания. Как обратило внимание агентство, такие жалобы стали массовыми под публикациями назначенного оккупантами главы полуострова Сергея Аксенова. Многие жалуются, что не могут платить по кредитам и ипотеке. Ранее сотрудники крымской сети АЗС ТЭС записали обращение к Путину, заявляя, что под угрозой увольнения оказалось около 2500 человек. Кремль будет стремиться к дальнейшей эскалации, потому что не может позволить себе признать поражение в Украине. К такому выводу пришел глава внешней разведки Польши Павел Шота. В интервью изданию «Жечь Посполита» он заявил, что Россия готова еще несколько лет жертвовать экономикой и уровнем жизни населения ради возможности объявить о победе. Шеф польской разведки признает, что Москва все активнее проверяет решимость НАТО. Среди возможных сценариев называет провокации против стран Балтии с использованием так называемых «зеленых человечков». В Варшаве подчеркивают, Польша не намерена оставаться пассивной перед лицом действий России и Беларуси. Владимир Путин опроверг самого Владимира Путина. Еще в начале июня этот титан геополитики заявлял следующее. Евросоюз мог бы помочь в поиске решения. Оно должно, на мой взгляд, лежать в рамках тех договоренностей, о которых мы говорили еще в Анкоридже. Но теперь в конце месяца у Путина появилась новая версия, которая в корне противоречит предыдущей. А в Анкоридже действительно не было никаких договоренностей. Как шутит моя коллега по редакции, двойники не согласовали общую версию. А какие версии у вас? Топливный кризис в России запустил эффект домино. Дефицит бензина и дизеля бьет по грузоперевозкам. Как сообщает «Коммерсант», в ряде регионов водители фур часами, а иногда и сутками стоят в очередях на заправках. Прошел Чернышевск и встал. Нигде нету топлива. Из-за этого рейсы затягиваются, а, например, на маршрутах из Китая суточный пробег грузовиков уже заметно сократился. Одновременно топливные компании урезают скидки для перевозчиков, а на некоторых АЗС отпускают ограниченный объем топлива. В результате логистические компании начали повышать тарифы. Только за последние недели стоимость перевозки грузов из Китая выросла на сотни долларов за один рейс. Перевести грузы на железную дорогу тоже не получается, там не хватает контейнеров, а цены тоже растут. Электросамокаты и пешие курьеры – вот и вся альтернатива, цитирует издание президента таможенно-логистического холдинга КВТ Юлию Шленскую. Как отреагируют на такую ситуацию с логистикой в России китайские товарищи? На этот вопрос отвечает уже другое издание South China Morning Post. Оно пишет о том, что Пекин все активнее строит торговый маршрут в обход России, а заодно и Беларуси. Пекин вкладывает миллионы долларов в развитие транскаспийского маршрута. Он проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, а затем выходит в Европу. Такой путь занимает всего 15
15-18 дней. Интерес Китая к этому направлению резко вырос после начала полномасштабной войны России против Украины. Санкции сделали северный маршрут через Россию более рискованным, а нестабильность на Ближнем Востоке осложнила традиционные морские перевозки. Но на фоне топливно-логистических проблем с транзитом через РФ у коммунистического режима появилась мотивация строить альтернативный путь еще быстрее. Казахстан не спешит спасать Россию от топливного кризиса. На это обращает внимание предприниматель и экономический обозреватель Вячеслав Ширяев. На прошлой неделе в СМИ появилась неофициальная информация о том, что Москва просила Астану продать 50 тысяч тонн бензина АИ-92. Как пишет Ширяев, Россия получила отказ по неформальным каналам. Казахстан вышел из чата спасателей России от бензинового кризиса. Казахстан изо всех сил прикидывается незначительным производителем топлива, чтобы не впрягаться в спасение северного соседа. В Минэнерго Казахстана заявили, что никакого официального запроса не поступало. При этом по совпадению власти вдруг отправили на ремонт один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов – Атырауский НПЗ. Одновременно Астана усилила борьбу с нелегальным вывозом топлива за границу. Власти страны уже сообщили о нескольких крупных схемах контрабанды. В Казахстане нашли подпольный мини-НПЗ, перекрыли канал вывоза бензина через тоннель под государственной границей и задержали 8 железнодорожных цистерн с нелегальным топливом. Спасение утопающей России – дело рук самой утопающей. Если Украине ресурсами, топливом, энергией и военными поставками помогают десятки самых развитых стран, то РФ оказалась в момент самого страшного кризиса в своей истории в полном одиночестве. Зато какие красивые слова Токаев отпускает Путину. У него точно черный пояс по восточной листе. Я полагаю, будущее России будет ярким и многообещающим, тем более под вашим сильным и мудрым руководством. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся уже утром.